Друзья, всем привет! На связи, за окном середина января. Проезжал пару часов тому рынок, уличный рынок. Это Днепровский район, Дарницкая площадь. Огромное количество народу, огромное количество людей было, издалека просто посмотрел. И сейчас иду как раз заснять для вас видос. Самому интересно, да и вам. Думаю, может быть, тоже это будет интересно. Почему? Потому что последнее видео на данную тему было, скажем так, тогда, когда еще было тепло. Сейчас, в принципе, минусовая температура. И у меня два вопроса. Первый вопрос, кто туда ходит, да, потому что в народе бытует мнение, что рынки это пережиток прошлого. Сейчас все закупаются в торговых центрах, тем более продуктами, овощами, фруктами, там, где не обвешивают якобы. То есть кто туда ходит, посмотрим. Второй вопрос, а что, собственно, там продают? Потому что когда было тепло, то я, скажем так, удивлялся, как там сохраняется рыба, мясо. Да, там есть генераторы, притаскивают, но в подавляющем большинстве, в принципе, генераторы никто не использует. И вопрос был в скоропорте, да, молоко, допустим, сыры или какое-то мясо или рыба. Сейчас с точностью да наоборот. Если со скоропортом, в принципе, все понятно, то у меня возникает вопрос касательно быстро промерзающих каких-то фруктов, овощей, не знаю, печенюшек каких-то, да, которые, по сути, дубеют на морозе. И как с этим решается вопрос? Может быть, там какие-то занавески, да, типа пленка, которая, допустим, удерживает тепло. Ну, короче, вот хочу как раз для вас посмотреть, да, правильная фраза, посмотреть и миру показать. Итак, если вам видно, вон туда уходит рынок. Против солнца не сильно видно, но сам факт. Это Дарницкая площадь, начало. Начинаем мы с медку, да, медок. Цены мы видим. Вот такие вот пакованчики небольшие, разнотравье 70, 100, 120, 120 и так далее. Это соты, видите, даже соты есть такие. В общем, любителям меда на зиму всем берем. И с лимончиком самое то, думаю. Значит, у меня задача это помело, это помидоры и это перец. Так, тут у нас добрый день, творожок, брынза, адыгейский. Адыгейский, королевский смачний, творог домашній, моцарелка смачна. А ви до котрої години взагалі? До 4-ї десь, так? До 4-ї. Ага. Так, приходьте. Зрозумів. Купляйте зараз, або приходьте. Да, я зараз цей. Не уходьте. Я ще не уходжу. Дякую. Риба Дорадо 220. Кстати, примерно плюс-минус такая же, как в торговых центрах. В торговых центрах, если не ошибаюсь, 250 где-то она стоит Дорадо. Не знаю, тут заморожено или нет, но цена есть. Скумбрия 250, холодного, наверное, копчения. Ну, такая на любителей рыбка. Так, это у нас шарон, хурма 50, шарон 40. В принципе, лук, цибуля, сельдерей 35, кокосы даже есть. Одна штука 20 гривен, помело 40. Вот то, что я искал, 40 гривен, помело килограмм, но мне это сильно много. И вот это, кстати, уже такая подуставшая. Кстати, и это подуставшая. Так, перец 40. Перец сейчас буду идти. Тоже он такой на морозе, да, подуставший, немного на морозе. Тут перец подуставший, имбирь 100. Ну, 100 он также стоит. Так, это у нас черри, цветная капуста 20. Ну, не знаю, не помню вот прям конкретно цены, но мне кажется, что перец, он дороже. Тут он 40 килограмм, в магазине он стоит где-то 160, если я не ошибаюсь. Помело тоже дороже, ананас 50 гривен. То есть, если вам куда-то, да, там на салат, допустим, то, в принципе, и за 40 перец можно. Тем более, если его замораживать, то тоже это все можно. Так, тут у нас шиповник 100, это гречка, фасоль 80. А это что такое? А, это, наверное, у нас для узвара. Чернослив 160-200. И
100 гривен, 60, чечевица 80, конфетки. Как вам цены? Напишите, потому что мне сложно вот так вот по памяти воспринимать. То есть, когда это в магазине и на прилавке, да, вы видите помидоры, допустим, там 4 видов, вы можете сравнить цены, то да. А так сходу мне, например, довольно сложновато. А вот, кстати, продукт как раз для зимы очень удобно. Никаких холодильников, ничего не нужно. Вот сами видите, вот такие вот цены у нас. Колбаса, одна штука 120. Тут у нас колбаса вот в такой оболочечке, грудинка домашняя 250, телятина запеченная 260, рулет 260. Тут колбаска 50, может быть колбаску сейчас и заливная, а это для у нас пивка. Так, дальше у нас паштетная 120 килограмм. И 99, львивская 120. Это что у нас? Оригинальная яловича. Ликарская 170. Ликарская 170, любительская 170. Ликарская еще 170. Куряча 133. Ликарская дитяча 170. Но мне кажется, это дешевле. О, вот, кстати, то, о чем я говорил, чтобы удерживать тепло, да, вот особенно если овощи. Ну, очень, почему нет? То есть, как минимум, градусов 5, мне кажется, если сейчас за окном солнце. И, в принципе, я выходил, где-то на термометре было, где-то 0, -1, может быть, -1, но на солнце. У меня солнечная сторона, то есть, по факту, наверное, где-то -5. И вот эти как раз 5 градусов там очень, я думаю, что удерживается. Вот одна ячейка, да, одно окошко, и вон, где парень стоит, второе окошко. Так, перец 100 гривен, помидорчики 125, обойдем. Черри 100, 125 помидоры. Ну, в магазине где-то, в принципе, он так и стоит. Вот продают даже варежки, супер теплые. Так, кто сразу попробовать эти салатики у нас разные. Вот, кстати, вот такие вот буряк, листья или листовой, как он называется, постоянно есть у нас в холодильнике. Не знаю, вот как зашел он. Очень вкусный. Самому делать не фэншуй, а вот так вот, чтобы он был очень... Вот, для узвара 70 гривен. Тут у нас и груши, яблоки, чернослив. Весь комплект 70 гривен. Да. Дякую. Это чернослив 120. Это груша. Так. Яблочки 25, 20, 25, 20. И солодки 25. Кстати, грушу я бы, наверное, тоже сейчас купил для узвара. Очень часто, 90% наших компотов, назовем так, это узвар. И если у нас, в принципе, с лета остается груша, да, то есть мы сушим, как минимум, когда не хочется, да, свежие фрукты, то свежие груши, то мы их сушим. И вот сейчас у нас груши, так сказать, подзаканчиваются. И поэтому я думаю, что купить сушеную грушу для узвара, это, в принципе, почему нет. Так, пойдем посмотрим изюм. Вот, кстати, по поводу изюма тоже в узвар можно добавлять этот изюм. Так, булгур с вермишелью 80, булгур 70. Это что у нас? Сухофрукты, это уже компот идет. Грецкий орех 35 гривен килограмм. Кстати, недавно из дачи забрали грецкий орех, 2 здоровых рюкзака. Вот просто физически его реально некуда девать. То есть, можно сказать, он так идет в утиль. Не в утиль, как бы раздаем, не раздаем, но грецкий орех, он, видите, 70 гривен килограмм. Так, это у нас курага, это у нас имбирь, это у нас все, что сладкое. Это, я думаю, даже не надо рассказывать, это грузинская сладости. Вишня, финик шоколадный,
манго сушеное, клюква вяленая. Это у нас цукаты, это у нас, ничего себе, имбирь даже есть, сладкий имбирь, представляете? Урюк 220, семечки. Семечки давно не видел, чтобы продавали. Ядра гарбуза, тыква, горох 30, чечевица 50, пшено 35, чечевица красная Турция 80, гречка 30, перец 19, королек 29, ну такой подмороженный, судя по всему, королек, бананы 39 и апельсин. Тоже королек, перец 39. Вот что, кстати, вот перец нормальный. Такой, ну, есть пару моментов, но перец в целом нормальный. Вот что, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в торговом центре, позавчера я был, там перец стоит в 2, в 3, в 4 раза дороже. Но могу ошибаться. Поправьте, кто за сколько перец покупает, или вообще, в принципе, зимой. Так, мяско у нас... Аджика, морковка. Раньше тоже любил морковку, сейчас мы перешли вот на такую штуку. Не знаю, нравится. Так, тут у нас что? Тут у нас для узвара 60 гривен, это остатки. Яблоко, слива с косточкой, грецкий орех чищенный 150. Видите, как цена увеличивается сразу. Не чищенный 70, чищенный в 2 раза дороже. Карась. Ну, когда-то любил речную рыбу, но сейчас количество костей заставило нас перейти на дорадо. Так, тут у нас замороженная тоже рыба. Это, я так понимаю, мясо. И тут у нас все, что нужно для полного счастья любителям рыбы. Видно, что, в принципе, еще не собираются до 4 часов. Сейчас за окном где-то 3 часа дня. 3 часа дня, но, в принципе, нормально. Так, тут у нас что? Тут у нас это перепела, наверное. Так. В общем, это куриный павильон, куриный стол. Курица плюс-минус, ну, там, одинаково. Что на рынке, что в торговом центре. Хотя, по факту, я знаю реально, что люди едут там на Лесной, да, с противоположного конца Киева. Якобы там дешевле, и там реально дешевле. Скумбрия 290, это холодного копчения, это скумбрия 290. Так, мясо хека, мерлуза 310, крабовые палочки, скумбрия, кстати, вот скумбрия 160 гривен, хек 155, скумбрия 160. Кстати, вот когда скумбрия свежая, ну, свежая, замороженная, неважно. Можно заморозить и положить в морозилку. Купить свежую, положить в морозилку. Она очень неплохо получается в духовке. Лайфхак. Кто любит рыбу без костей, берете скумбрию. Она дешевая, да, там 160 гривен, там может меньше, больше. Чистите ее и просто в фольге запихаете в духовку. Отличный вариант. Мясо такое не желеобразное, не пастообразное. Четко, твердо, мало костей и погнали. Так, тут у нас апельсин 50, киви 50. О, кстати, киви еще куплю. Лимон 50, грейпфрут 30, мандаринчики по 30. О, вот помело я как раз тут и возьму. 30 гривен килограмм. 30 гривен килограмм. Сейчас дойду до конца и на обратном пути уже возьму. Помидор, странный помидор такой, как будто сорвали его, когда он еще был зелененький. Тут все четенько вообще, вот выгрузились, приехали, сало. И мяско. Вот это вот тоже интересное для гриля, вот эта штука. Так, натуральный свежевыжатый гранатовый сок. Вчера был в магазине, взял 3 пакована гранатового сока. Просто посмотреть состав. И знаете, что самое большее количество гранатового сока было в 3-м, самом дорогом паковании литровом, не помню, или Сандор, или как-то так. Там его было аж, задумайтесь, 27%. Все остальное это домишки, это какие-то, там, не знаю, вода и еще что-то.
похож на желуди. Кто-то продает желуди или что-то такое. Интересно. Ну, это орехи, наверное, какие-то. Так, яйца 35, самые бюджетные, 35 десяток 45. И самые большие 50. 35 гривен яйца. Вчера в магазине я видел самые дешевые, самые маленькие, 32 гривны за десяток. То есть одно яйцо 3 гривны 20 копеек. По вашей валюте смотрите по курсу, сколько это есть. Так, тут у нас повтор королек 45, 35, хурма такая подоспевшая 15, мандаринка 50, гранат азербайджанский 120. Не помню, когда последний раз ел гранат, потому что меня так бесит вот эти вот косточки. Если бы можно было, раз купил гранат и сразу он без косточек, я бы его каждый день покупал. Так, идем дальше. Сумочки. 2100 сумочка, 1450. Вот, кстати, такие тоже очень удобно покупать. Покупал облепиху и в чаек потом добавлял. Малина точно так же стоит себе, вот, допустим, вот эта облепиха, да, ставите ее в морозилку и потом, если нужно, какую-то ложкой отковыриваете и добавляете в чай. В любом ресторане, в любом кафе вам предложат чай облепиховый, там с имбирной облепиховой, один в один, полностью все то же самое. Тут вот люди уже, видите, собираются. Кстати, респект коммунальщикам, потому что вот те вот ящики, да, вот те вот какие-то ценники, которые валяются после их сбора, буквально в течение 2 часов тут не остается вообще ничего. То есть все идеально чисто, хотя по факту это проезжая часть, и вот тут вот даже есть велодорожка. С этой стороны и с той стороны. Многие жалуются, что подобные рынки, когда проводятся в их районах, они оставляют после себя, ну, просто настоящий трэш. У нас нет, у нас еще четко, чисто все так по фэншую. Так, тут посмотрим у нас, что у нас фасоль 100. Это у нас, наверное, для... Не знаю, что это. Это, кстати, тоже очень полезная штуковина. Как называется? Ноше. Шиповник, во. Чернослив 160, 250 побольше чернослив. Есть более сухой, высушенный, есть более влажный, мокрый. Ну, кому что. Так, тут все то же самое. Булгур 100. Это у нас чечевица тоже, как альтернатива кашам. Изюм 200, побольше изюм 250, 350. И вот такой вот изюм 250. Там у нас 350, 250. Ну, в принципе, видите, сами все. Вот тут вот свинью продают, желающие, да, могут у нас по свинье. Не знаю, куда их используют, головы свиньи, собакам или куда. Не знаю. Вот киоск, он неизменно тут находится постоянно. Часто покупаю какие-то сладости. Все четенько в одном месте, все нужное, все, что желаете. И вот стоишь иногда по несколько минут, смотришь, изучаешь, чтобы понять, а что тебе хочется в этот раз. С этой стороны у нас более такие сушеные, да. С той стороны у нас более такие кремоподобные сушки. Кто знает, как готовить сушки с фаршем внутри, особенно в духовке, вообще супер. Кладете сушку, рецепт на 10 секунд. Кладете сушки в молоко, они немного размягчают себе, в центр фарш, и сверху можно сыр. Все в духовку или на сковородку, полноценное блюдо, быстро готовится. Так, сыры. Давайте посмотрим сыры. Тут у нас Пирятин 350, это у нас классический 210, это у нас украинский 250. Вот, кстати, что-что, а сыры по неведомым для меня причинам, они на рынке, вот подобные этому, они всегда дешевле. Не знаю, почему так происходит. То есть, если в магазине ты смотришь сыр, ну, условно, ну, самый дешевый, вот самый вообще существующий, он стоит порядка где-то 256 гривен, это вот самый трэш, да, я не знаю, из чего он делается, вот 256 гривен. Плюс-минус средний сыр, он начинается где-то
там от 300 гривен и выше, да, 300-320, и уже вот такой вот средний плюс, которого большинство на прилавках в торговых центрах, в магазине, он там 300-350. Тут, как вы видите, вот только что мы видели сыры, 200 с копейками, 250, 260, 300, то есть выбрать можно. Предполагаю, что сыры тут, они от тех производителей, которые еще не так известны. Вот, кстати, тут посмотрим рулетики, может быть, вам видно. Вот колбаска. Ні, я дивлюсь, я зараз дійду до кінця і буду вертатись. Так, дальше у нас идем. Это у нас виноград, киви 99. Кому-то это нравится, кому-то не очень, но на рынке, ну, это их работа, когда продавцы на вас, назовем так, наседают. Просто это может быть такое ненавязчивое общение, да, а может быть, вот это касается большинства обувных или рынков с одеждой, когда они вот прям вас так щемят, что вы оттуда просто физически не можете уйти, а если, перемерив 10 пар джинс или обуви, вы все-таки уходите, то ну, взгляды такие у продавцов, как будто, ну, они вас сейчас просто в спину там расстреляют. В магазине, в продуктовом, вас никто ни к чему не обязывает. Вы можете стоять, выбирать хоть одежду, хоть обувь, хоть апельсинки, хоть час возле этого прилавка, и вас вообще абсолютно, ну, меня не напрягает. Вот на рынке кому-то наоборот, кто-то идет на рынок для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы позбивать цену. Тут у нас помидорки 90, 100. Так, картошка я вижу 35. О, буряк 30. Сейчас будем возвращаться, тоже куплю. И что это у нас? Лимоны и киви 120. Винегрет. Любые салаты. Вот не хотите вы винегрет готовить, можете подойти, купить 300 грамм, и все, и у вас винегрет, лайфхак для занятой жены готов. Не нужно шинковать часами. Так, тут у нас сладости. Фундук 40, фундук 55, 38, кишью 38. Это, кстати, за 100 грамм. То есть по факту это 380 гривен. Смотрите, арбуз. Хотите за 90 гривен квашеный? Арбуз. Это у нас бочковые помидорчики. Помидорчики. Это у нас шампиньоны. Капуста квашеная. Это что? Это мягкая капуста квашеная. Моченые яблоки. 80 гривен моченые яблоки. Кстати, не знаю, один раз я попробовал моченые эти яблоки. Ну вообще не зашло, вот от слова совсем. Не знаю, кто любит, поделитесь, чем вам нравится этот вкус моченых, моченых, не знаю, как они правильно называются, яблок. Все, мы дошли до конца, видите, люди уже собираются, то есть сейчас как раз дело ближе к 4 часам дня. Итог какой? Сейчас для своего удобства завершаю видеосъемку, куплю то, что я заприметил себе, а именно киви, помело, помидорчики и что там еще? И что-то еще. Никаких отличий я, честно говоря, от летнего сезона я не вижу в плане количества и ассортимента. Отличие в том, что нету генераторов, потому что мясо не портится. Некоторые себе установили такие забрала, да, в виде пленки для того, чтобы сохранять небольшое тепло внутри, чтобы не так портились. Ну, потому что промерзают, когда, да, там какая-то хурма там, или помидоры промерзают, они, может быть, кто не знает, быстро портятся. Цены увидели, посмотрели, приценились, сравнили. Курс доллара, если вам легче считать, порядка где-то, ну так, если округлить, 1 к 40, то есть 1 доллар это 40 гривен. Вопрос на засыпку, на закуску вам, а вы, собственно, покупаете, любите покупать больше на рынке или в магазине? Потому что я 99% покупаю в магазинах. Касательно людей, которые тут закупаются, затовариваются, ну, сейчас их мало,
Утром их было много. И затовариваются, как правило, кто? Затовариваются те, кто без автомобиля, потому что, знаете, закупить килограмм картошки, килограмм помидоров, килограмм перца, еще салатик, и тащить это все на себе, вот, допустим, да, как он понес и паренек, и девушка, ну, не всегда это удобно. На машине, конечно, удобно. Это все засыпал, загрузил и погнал. Кто закупается? Закупаются те, кто же проживает, допустим, вот в этих домах. В этом доме, вот в этом доме, вон в тех домах на той стороне улицы. И это удобно. То есть рынок происходит каждую среду, раз в неделю, конкретно на этой улице, в этом месте, с утра до самого вечера. Люди об этом уже знают, люди приходят, выбирают. Возможно, они знают уже своих продавцов, свои локации, свои точки. Все отработано, все четко. Друзья, по традиции, если ролик вам зашел, если ролик был полезен, интересен, познавательный, палец вверх, подписка и какой-то фидбэк, на вопрос, который я уже задал. Всем до новых встреч, всем пока.